Мы делаем исследования на активные ингредиенты. And the goal is to find obviously the new future generation of superactive that will boost and fight aging of our skin. И наша цель найти такие ингредиенты, которые помогут наиболее эффективно работать с процессами старения в коже. Can I ask you just a question? Yeah. So just to talk about aging, why are we aging? Итак, давайте поговорим о старении. Почему мы вообще стареем? So next. I'm not on the right side. So here is an important number that you have heard already, I guess. Возможно, этот номер вы уже слышали, эту цифру вы уже слышали, и очень важно, что 80% это влияет, 80% может быть, может повлиять. So 20% is based on our DNA, so the genes that we got from our parents. 20% только влияет от того, что мы получили от наших родителей, наша ДНК, наши гены. So the 80% is aging influenced by the environment. И 80% это старение, которое происходит из-за влияния окружающей среды. And the environment is, just next slide. И что такое окружающая среда? Это не просто то, что вот, не знаю, там, природа, погода, это вот такой ряд факторов. So the sun, the pollution, stress. Солнце, загрязнение окружающей среды, стресс. Smoking. Курение. Some change from dry or very cold outside and very dry Тогда мы, inside. когда заходим, да, перепады температуры из очень холодного в теплое помещение, наоборот. And the quality of the way we eat as well. И, конечно же, то, что мы едим, очень сильно влияет, как мы все уже знаем, из wellness product, obviously, clothes. And maybe you remember these pictures, you know, it's кто-нибудь помнит эту картинку, возможно, уже? it really shows how much the sun, in this case, the light, is impacting the quality of the skin. Она, собственно говоря, показывает, как влияние солнца, как солнце влияет на процесс старения кожи. So, but there is a good news here. И хорошая новость здесь есть. Because if the environment can impact negatively the way we age, если наша окружающая среда может воздействовать на то, как мы стареем, we can take control ourselves on the way we will age. Это значит, что мы можем взять контроль над процессом старения, мы можем этому противодействовать. By changing a little bit our lifestyle. Как? Изменяя наш образ жизни. So using the wellness product, so having good food habits. Хорошо питаться, пользоваться wellness-продуктами. Being careful with the sun, you know, protection. Осторожно с солнцем, обязательно защищаться от солнца. With a hat, for example. Например, шляпа поможет. And obviously by using sunscreen. И, конечно же, пользуясь солнцезащитными кремами с SPF. And if we use also obviously skincare, because the skincare will bring benefit to the skin. И, конечно же, пользоваться качественной, хорошей косметикой для кожи, по уходу за кожей. So let's go to the next. So here our focus is on new ingredients. Where can we find new technology, new ingredients? И, как Алан сказал в самом начале, здесь, в этой лаборатории, мы фокусируемся на новых ингредиентах, чтобы найти новые активные ингредиенты, чтобы помочь нам бороться со старением. So, and as you know, in Oriflэйм, our source of inspiration, it's nature, it's the vegetal kingdom. И, как вы знаете, в Орифлэйм то, где мы черпаем вдохновение, это природа и природный процесс. And here there is, okay, it's fine. Is basically the starting materials. It's dry plant that we do extraction. Из чего мы начинаем? Это сухие растения и травы, из которых мы делаем экстракты. And then in the extract we do the analysis of what are the interesting compounds in that. И используя эти экстракты, мы анализируем, какие ингредиенты особенно активны. And this, for example, this machine behind us, Это машина, которая сзади нас. they are used to analyze and understand and know, identify each of the compounds in the plant extract. И мы используем эти машины для того, чтобы идентифицировать и разложить как бы эти экстракты на активные компоненты, посмотреть на них изнутри. And as you know, also
Oriflame is want to respect the environment. И также для вас не новость, что в Орифлэйм мы хотим уважать окружающую среду, относиться к ней с уважением. So we recently started research on plant stem cells. Не так давно, относительно недавно, мы начали исследование по поводу клеток растений, стволовых клеток растений. And the plant stem cells start with growing a small plants in the very. Как мы это начинаем делать? Мы начинаем с выращивания маленького растения, вот так вот, как показывает Алан. And yeah, wait a little bit. And this one is growing now because then she starts to be so we can look at the plant itself. So И вот так выглядит растение. Так мы начинаем это выращивать, она начинает зелененькая, начинает, собственно, расти, как горшок посадили. So in the lab, normally when we do that, it's always close to be in a sterile environment. Когда мы делаем это в лаборатории в реальных условиях, это всегда закрыто для того, чтобы добиться стерильности. And from this plant, when it's sterile, we can then grow plant stem cells. И когда из этого растения, когда оно стерилизованное, мы можем растить стволовые клетки растений. And this is how plant stem cells look like. И это как они выглядят, стволовые клетки растений. Okay. So they are not specialized. It's not a root, it's not a leaf, but it's plant cells. Это не корень, это не листочки, это стволовые клетки. And this one you see some green because it's chlorophyll. This one is growing under the light. А зеленое это значит, что это хлорофилл, оно растет под со светом. And this one, when there is no light, it is no green, no chlorophyll. Здесь это не зеленое, потому что оно было сделано, выращено без света, то есть нет хлорофилла там. And from that we can do also plant extract. И оттуда мы можем вытягивать, делать вытяжку растительных экстрактов. So it's grown in the lab, it's a natural. И даже несмотря на то, что это выращено в лабораторных условиях, это остается натуральным продуктом. And the interest is that we don't interact with the environment. И интересно то, что у нас нет никакого взаимодействия с природой, с окружающей средой. So these plants are not exposed to any pollution, so we get a. Это растение, оно не подвергается никаким загрязнениям. And we get a very pure and concentrated extract. И очень чистый, концентрированный экстракт получается. Let's put the hat. Okay. So here it's pictures, but it's more interesting to see in Так video. как вы, если сделать красивую фотографию, но вы все это видели в реальной жизни. So from when we have an extract, we need to confirm that it will bring some benefit to the skin. Когда мы сделали этот экстракт, нам нужно убедиться, что это будет работать и приносить плоды на нашей коже, результаты. And we start our research on skin cells. Поэтому следующий этап мы производим исследования на клетках кожи. This is what we call the in vitro testing. Это то, что называется тест инвитро. And here it's to show you, it's a video. Это небольшое видео. What you see here, it's a picture under the microscope where you can see skin cells. Это под микроскопом картинка, когда вы можете видеть клетки кожи. And we want to see how the cells are migrating. They will close this gap here. Когда клетки двигаются, мы хотим увидеть, как это расстояние будет сокращаться. Because basically when we are young, Когда мы молодые, the cells are migrating, and when we have a wound, we can see on kids, it's quickly repaired. Например, когда мы моложе, клетки кожи, они более активные, они, например, мы всегда можем видеть на детях, стоит им пораниться, заживают очень быстро все царапинки и трещинки. And as we age, obviously, the repair is slower and slower and slower. И чем старше человек, тем это восстановление, оно все меньше, медленнее и медленнее происходит. So aging is not like a wound, it's a bit like a wound, it's a process of, it's more degradation and less repair. Что такое старение? Это не совсем, конечно, не рано, но это, тем не менее, это замедленные процессы восстановления клеток. So if we can stimulate the cells to make them feel young,
Поэтому, если мы можем простимулировать каким-то образом клетки для того, чтобы они действовали как молодые, So it's a way to see if an ingredient will bring some benefit, anti-aging benefit. это таким образом означает, что ингредиент обладает антивозрастными свойствами, он помогает замедлить процесс старения. So let's see. Смотрите Look. теперь. Посмотрите, как смыкается. So it's accelerated. It's a 24 hours video here. Это 24 часа снимали видео. Ну, просто оно такое ускоренное. And we can see that the wound is start to be, this area start to be closed. И мы видим, что эта ранка, так называемая, она начинает сокращаться. So we, А? Морщина. Is it the gap? Is it like a wrinkle or? it's we have created a kind of wound. Они специально сделали как рану для того, чтобы посмотреть, насколько она быстро сомкнется. All of these kind of dots here, it's cells, individual skin cells. Вот эти on the skin model. черные такие точечки, это клетки кожи. So it's not really, it's more to show how the cells are, the migration of the cells. That's the Это specific для test. того, чтобы показать, как они двигаются, скажем, как они работают, процессы восстановления. So, but we are doing many different tests. Поэтому мы делаем много-много разных тестов, не только этот. Another one of the tests is to confirm that the ingredient then will be delivered into the skin. И один из тестов, который очень важный, мы потом смотрим, как будут эти вещества доставлены как бы в кожу, как они проникнут в кожу. And here the best model we have, it's human skin. И лучшая модель для этого, которая у нас есть, это кожа настоящего человека, кожа. So we get some skin from plastic surgery. У нас есть образцы кожи после пластической хирургии. Some people cut the excess. We Они get the все skin. поняли, откуда они берутся. So it's human skin. As obviously we don't do any animal testing. Мы не делаем никакого опыта над животными, не проводим. So in some time we want to confirm that the active ingredient is going deep into the skin, like when it's for an anti-wrinkle. Смотреть, как глубоко активные ингредиенты проникнут в кожу, слои кожи. And when it's a sunscreen, we don't want the sunscreen to go into the skin. It А, should например, stay on когда the top. речь идет о защите от кожи, мы не хотим, наоборот, чтобы активные ингредиенты проникали. Мы хотим, чтобы они оставались и защищали кожу. Then the next step is to confirm if it really works on people. Тогда следующий этап, хорошо, мы посмотрели, но теперь мы хотим убедиться, что это работает на человеке. So here it's a section, an image, a section of the skin, Это секция, как бы кусочек кожи, where you see the top part of the skin, the epidermis here. когда вы видите, например, первый слой это эпидермис. This stratum corneum is a very important layer we have on the top. Вот этот стратум корниум это важный слой кожи, который находится на самой поверхности. And you know, this is this layer when you get a sunburn on the back. Когда, например, это тот самый слой, когда вы, например, получили ожог солнечный на спине. After a week you see something like some piece of Потом, skin. да, вы видите, что, облезает, да? So this is because you have burned this part, so this part is going away. Это происходит, потому что вы сожгли вот этот самый верхний слой кожи, который, собственно, потом и уходит, облазит, да. And this second layer is very important, or it's key, like the other one. It's called the dermis. Следующий слой очень важен, это дерма. And it's where you have all the key cells that produce the collagen. И там, где находятся все ключевые клетки, где производится коллаген для кожи. Or another protein, also there is the collagen as a protein important. There is another one which is called elastin. Кроме того, кроме коллагена еще есть эластин, который тоже очень важен. And here it's this specific green staining that you see here. It's showing the elastin fibers. Зеленые, вот эти зеленые, это как раз клетки или волокна эластина. And this one is important in lifting, for example. Например, очень важно для лифтинга. On some other tests here, you have seen these pictures, these slides already. На некоторых, наверное, уже видели, возможно, такие в каких-то обучающих материалах, тренингах, эти картинки.
here it's some of the clinical tests that are when we measure on the face, making picture of the face to see the effect of the products. Это результаты клинического теста, когда мы специально показываем результаты в клинических условиях до и после применения. So these pictures and these wrinkles show this area here. Он показывает area, где конкретно откуда делали снимки. And here we have a very objective measurements of the benefit of the cream. И здесь у нас существуют очень такие не субъективные, а объективные параметры по тому, работает крем или нет. And what I wanted to mention also, maybe this two small stuff. When to see this section, so to do that, sometimes we take a piece of skin from the people. Чтобы посмотреть, как это работает, мы иногда берем маленькую пробу кожи у людей. And this is what you can see on this. It's very difficult to see, but you can see small piece of skin. It's Ну вот на стекле на этом очень трудно, но можно увидеть как раз этот образец взятый. no. So that's the. But it's the little. From that we can obtain this type of picture. So it's a skin sample cut. Это вот Алан показывает, как, например, был взят, вот когда рисует тут картинка, которую вы видите на экране. То есть так берется образец на стекло и потом делается фотография. So at the end, the goal of this study is really to make sure that what we claim, if we claim, for example, in this case, 33% wrinkle reduction. Это для того, чтобы все делается, чтобы, например, когда мы говорим, что 33% сократились морщины, so it's a proven result. У нас есть подтверждение этого доказательства. And we even go further to understand how does it work in the skin. Кроме того, мы всегда идем дальше для того, чтобы посмотреть, как это реально работает на коже. So this is what we are doing here, mainly. Это чем мы занимаемся здесь, в этом институте. So as I said, this is the first part of research. When we have an ingredient, it needs to be in a very nice formula. Это самый первый шаг, когда мы находим ингредиент, который будет впоследствии работать и в формуле продукта. So this is done in Dublin, where we have another research and development center. И формула это уже непосредственно разрабатывается в Дублине, где находится наш научно-исследовательский центр. And they also do the development of the formula. Они делают также там дальнейшую разработку формулы. And focusing on the quality of the texture and the sensory feeling. Фокусируются больше на текстуре, на качестве самой базы, вообще на самом продукте. And I haven't mentioned that much, but obviously the safety of the products and the ingredients is always on the first focus. И, конечно, важно для них также безопасность продукта и качество. Это всегда на первом месте. That's it for today. First question, and second, as a part of it, on the Gulf conference it was mentioned that Ecologen works better than Lancome. Can you say something about that? Is it true, or maybe some sort of parameters you can say about? So it's the research from starting from an idea with a potential new ingredient to target wrinkles or lifting. How many years? Yeah, it could be about 5 years from Это примерно starting 5 to лет назад начались разработки по поиску активного ингредиента, который позволит эффективно работать с морщинами. For collagen, I think it was about 4 years, something like that. Для коллагена обычно 5, но для коллагена это было около 4 лет. Are you okay? Yeah? From Genific, which is a premium product, quite Вы знаете expensive. продукт Lancome, я не знаю точно, Genific, так называется. The idea was to see if this product, which claimed fantastic result, И идея была посмотреть, есть ли этот продукт, который имеет прекрасные claims, I don't know, прекрасные результаты. yeah. So we wanted to see where are we, Oriflэйm, Мы хотели compared посмотреть, to где мы Lancome. против этого крема. And then we made in Dublin on volunteer a clinical test.
Тогда мы сделали в Дублине клинический тест на добровольцах. comparing the two products. Сравнили просто два продукта. And at the end, the results, a bit like that, were showing that on many of the parameters it was equivalent. И тогда результат показал то, что на многих параметрах оба средства они эквивалентны. And some of them, e-collagen was better than Genific. И по некоторым параметрам коллаген был лучше, чем Genific. So Можно that's вопрос еще? meaning that with e-collagen you have as much as or even more benefit to your skin than the Lancôme one, but this product is more cost efficient, more affordable for the И people. поэтому наш вывод такой, что используя коллаген, вы добьетесь тех же по некоторым параметрам лучших результатов, но также еще, если посмотреть на цену, это более такое, cost-effective, да, такое более приятное, приемлемое. Не только на лице, но и кармашек. And I think it was also during a visit. It was, I think, a group of leaders from UFA, I think, Алан говорит, что была группа лидеров из Уфы. where they bought also the Lancôme Genific product and to compare with e-collagen, Они также купили Genific, чтобы сравнить с коллагеном, just to make their own test. чтобы сделать их собственный тест. So what they said is that first, when you buy the Lancôme Genific, you have a very big box, Они сказали, что когда ты покупаешь Lancôme продукт, это очень большая коробка, and the jar, the и product продукт is in there, but it looks very small because the box is big. Продукт выглядит очень-очень маленьким против коробки. So basically, you buy a lot of packaging, Ты покупаешь очень много упаковки красивой. and when they just try, it was just trying the product, comparing the feeling И of они the просто texture. пользовались обоими продуктами для того, чтобы сравнить ощущения. These people didn't really enjoy that much the texture of the Lancôme one. Ну, то есть не было какого-то большого восторга, не знаю, там результата, что Lancôme был в разы лучше по текстуре, чем коллаген. And they really preferred the e-collagen one. И тогда поэтому они, конечно, им коллаген они оценили. So again, price difference and so much, И much когда more. если принять во внимание все факторы, цена и так далее, то, конечно, выбор очевиден. Что-то,